И сейчас об этой войне будем говорить с военным экспертом, с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, который подключается к нам прямо сейчас. Руслан, здравствуй. Здравствуйте. Первый вопрос. Сегодня мы слышали заявление Рамзана Кадырова о том, что они взяли эту самую рубежную. Короткая ремарка. Каждый эфир начинаю со сводки за минувший день, и у меня всегда прописано: бои за рубежную продолжаются, потому что это важный населенный пункт. Скажи, пожалуйста, что известно об этом? Взяли ли под свой контроль кадыровские войска сейчас рубежную? И какие вообще события сегодняшнего дня нам необходимо тут осветить? Зачем надо было следить пристально на 56-й день войны? Ну, меньше всего я ожидаю, что кадыровские войска что-то там возьмут, потому что они-то не воюют, они в лучшем случае снимают всякие свои видеозаписи. И каждый раз наоборот, когда мы видели, когда очередной город оказывается под контролем российских сил, и после того, как он оказывается полностью зачищен, вот только тогда приходят кадыровцы. Самый яркий пример последних дней, который мы видим, это металлургический комбинат Ильича в Мариуполе, где с 11 по 15 апреля были тяжелые бои между морской пехотой Украины и морской пехотой России, а также спецназом сепаратистов ДНР. И было много кадров самих боев, мы видели, какие подразделения участвуют, среди них не было кадров. И только потом, 15 апреля, когда появились первые фотографии, видеозаписи, что вся территория комбината под контролем российских сил, вот тогда появились кадыровцы на месте, которые начали позировать, говорить, что это их заслуга, что они тут зачистили комбинат. Рубежа, насколько мы знаем, она все еще, скажем так, спорная, то есть его атакуют. Но пока убедительных свидетельств того, что оно пало под контроль российских сил, пока не видели. Кременная оказалась под контролем российских сил. Город Попасна только частично. Но пока что линия фронта довольно-таки такая подвижная. То есть вот эти населенные пункты, они в основном, как мы говорим, контесты, то есть спорно под чьим контролем. И пока, насколько мы видим, по линии Донбасса в основном пока идет такое как будто прощупывание наступлений, линии наступления российскими войсками, а полномасштабная атака еще похоже, что впереди. И если посмотреть на то, о чем пишут различные военные корреспонденты, скажем так, про кремлевских СМИ, там КОЦ, Подобный и другие, Анна Ньюс, они все, Олег Блохин, они все пишут в основном про Мариуполь. То есть у них в их ежедневной сводке вопрос Донбасса занимает там очень маленькую частичку времени. В основном все продолжает говорить про Мариуполь, про Моропехов, про полк Азов, которые остаются в Азовстали. И одно из самых важных свидетельств этого сегодняшнего дня, вчерашнего дня, которое мы видим, это применение уже другого типа авиабомб по Азовстали, поскольку видно, что российские войска торопятся к некоторому такому дедлайну 9 мая. Они хотят как можно скорее вопрос Азовстали закрыть и часть своих сил высвободить с Мариуполя, чтобы потом их бросить на направление на Донбасс. И поэтому они, видимо, и начали применять еще более тяжелые снаряды, поскольку Азовсталь все-таки это довольно-таки крупный завод, там много мест, где можно установить огневые точки, их очень тяжело штурмовать. Поэтому если продолжать именно штурм, то он может длиться там месяцами запросто. Поэтому, чтобы как-то ускорить процесс, они начали применять вот такие тяжелые авиабомбы. Какие конкретно эта модель авиабомб сложно установить по видеозаписи последствий, но мы подозреваем, что, вероятно, это бетонобойные авиабомбы, о применении которых мы догадывались, что их применят. Они позволяют проникнуть снарядом на большую глубину, пробив многие метры бетона, железных конструкций, то, на что не способны обычные фугасные авиабомбы. Пока в основном главные события вот этих 2 дней, прошедших с начала активизации боев за Донбасс, это все же все-таки Мариуполь, и пока только прощупывание линии атаки на Донбассе. Да, сейчас мы подробнее, наверное, поговорим про Мариуполь. Руслан, ты сказал вот такую вещь, парадоксальную довольно, что кадыровцев отправляют снимать видео и отчитываться об успехах армии, когда уже фактически все закончено. Это действительно, то есть, когда их запускают в рубежные, это значит, что там все закончено, или это значит, что просто Кремль пытается так отчитаться, что там все закончилось, и таким образом объявляет, что вот финально поставили вот свой флаг на самый высокий дом, благодаря тому, что сняли это видео с кадыровцами?
Но больше похоже, что они пытаются геройствовать перед самим Рамзаном Кадыровым, скорее не перед Шойгу, потому что, понятное дело, что у Шойгу и Путина там, и других генералов из Генштаба есть нормальные свои источники, ну, условно нормальные, лучше, чем какие-то видеозаписи кадыровцев. То есть это разведка, и там ГРУ и так далее. Поэтому это, скорее, все-таки больше для другого зрителя из Чечни они снимают. Последние дни мы, кстати, видим, что они все-таки начали чуть-чуть больше рисковать, и появились даже забавные видеоролики из Мариуполя, где, ну, во-первых, видно, я всегда говорил, что у кадыровцев нет нормальной военной выучки. То даже как они снимают сами постановочные бои, выглядит очень смешно и глупо, то есть нет нормальной тактики ведения боя. И вот на последней видеозаписи было два видеоролика, мы видели из Мариуполя, где они снова как будто бы снимают бой, начинают кого-то там атаковать и спокойно так разгонят по открытой территории, что в условиях зоны, там, в условиях боя совершенно неправильно. И в итоге им прилетает какая-то ответка, и там были даже двое раненых кадыровцев. То есть понятно почему. Видно, начали как-то более стараться геройствовать, видимо, по их мнению, и иногда попадают на чуть более переднюю линию фронта. То есть по-прежнему они в самих боях как таковых не участвуют, но бывает теперь иногда чуть ближе к линии фронта, чем мы видели все это предыдущее время. Руслан, примерно неделю назад российские власти заявили о том, что перебрасывают все силы, даже больше, наверное, чем неделю назад, что происходит перегруппировка сил и перебрасывают российских военных на так называемое освобождение Донбасса, всей Донецкой области. Скажи, пожалуйста, насколько массивно все это удалось сделать, насколько массово, насколько превосходство, я так понимаю, украинская сторона признает то, что численное превосходство есть на стороне российской армии на территории Донбасса и Донецкой области. Что это нам говорит? Обороняясь, как долго можно обороняться против превосходящего в несколько раз тебя оппонента? Насколько все это может затянуться? Насколько эффективно может отбиваться люди, которые сейчас обороняют Донбасс от Путина и его военных? Ну да, как мы видели, переброска сил с других направлений Киевского, Черниговского, Сумского занимала порядка там 2 недель. Она шла поэтапно, то есть мы видели, как сначала отправляются десантники с киевского направления в Белгород, а потом мы ждали, когда отправятся сухопутные войска, потом мы увидели сухопутные войска, увидели в очередной раз и ракетные комплексы .У, про которые постоянно любят кремлевские комментаторы говорить, что якобы они не применяются в России и их нет вообще в России, хотя, конечно, это совсем не так. В итоге постепенно более-менее все прибыли на границу России и Украины, там ближе к Белгородской в основном области, местами в Ростовской области. И вот буквально около, наверное, недели назад мы видели видеозапись, где была видна батальон-тактическая группа морской пехоты России около Матвеева кургана, то есть в Ростовской области. Тогда мы думали, что они пойдут в Мариуполь на ротацию, чтобы сменить других морпехов и продолжить атаку. Вот, что было логично, потому что там вопрос с Мариуполя был еще очень далек от завершения. В принципе, как он и сейчас, он еще там рано говорит, что там все с ним закончено. Вот, но как мы видим теперь, видимо, они решили, не дожидаясь окончания боев за Мариуполь, начать сразу битву за Донбасс. И, видимо, эта морская пехота пошла сразу на территорию Украины в сторону Донбасса. Сейчас, говорят, по разным оценкам, Украина говорит, что на территории в зоне действия украинских сил на Донбассе находится порядка 87 батальонов тактических групп российских сил. Американская разведка говорит, что их 76. И порядка 22 еще батальонов тактических групп находится на территории России, на границе, готовые к вводу как такой некий резерв. По количеству солдат это получается, если не считать сепаратистов, различных мобилизованных людей из сепаратистских республик, то вот по количеству именно российских солдат с украинскими солдатами получается условно плюс-минус паритет. То есть примерно там, 50 тысяч человек там, с каждой сторон. Но если добавить еще силы ДНР, ЛНР и мобилизованных сил, то есть это еще примерно 20 тысяч, получается порядка 70 тысяч человек. И в целом после всего этапа войны с 24 февраля по нынешнее время, по мнению американской разведки, у России осталось порядка 75% всех тех сил, которые были на 24 февраля. То есть это много. Понятно, что вот 70 тысяч человек уже есть на территории Донбасса, но еще какая-то часть сил она остается на границе России и Украины. Их потом могут использовать. Тем не менее, конечно же, решающий момент будет за тем, насколько будет реально слаженность действий между разными видами войск, сухопутными подразделениями,
авиацией, артиллерией. То есть пока что мы видели, что вроде бы в плане начала битвы за Донбасс они ошибок не допустили. То есть они начали именно с артподготовки масштабной, начали из артиллерии обстреливать украинские позиции, и только потом начали какое-то наступление по земле. Но будет ли нормальная сложность действий и дальше, и особенно будет ли нормальное снабжение войск, вот это такие главные решающие факторы того, насколько хватит сил для того, чтобы выполнить хотя бы какую-то часть задач, поставленных перед российскими военными. У нашей команды CIT, да? Да-да, извини, что перебил. Продолжай, пожалуйста. Да, у нашей команды CIT мнение такое, что несмотря на то, что российских войск еще много, и сил много, и снарядов много, тем не менее, шансы там даже окружить группировку украинских сил на Донбассе, они, ну, я бы не сказал, там далеко от 100%, точно не самые высокие. Шансы есть, но не такие большие. И мы также согласны с западным экспертом Майклом Хоффманом, который говорит, что независимо от исхода битвы за Донбасс, в чью пользу она решится, у России там для дальнейших наступлений сил уже не будет. То есть я говорю даже про Харьков, даже на Харьков наступать будет нечем. Я уж молчу там про какой-нибудь Киев, о котором любит так часто говорить Рамзан Кадыров. Для дальнейших таких подобных наступлений сил не будет. Аналитический проект «Орикс» сообщает, что с начала войны Россия потеряла практически 3000 единиц техники, из них 1500 уничтожено, какая-то часть брошена, какая-то часть захвачена стороной Украины. Насколько это существенно для российской армии, по вашим данным, потеря 3000 единиц техники? И вообще в целом для такой большой армии, как российская, это заметные потери или это то, что там запланировано в ходе любой спецоперации? Ну, это точно не является чем-то таким ожидаемым даже в ходе какой-то там спецоперации, потому что потери действительно огромнейшие. И, к слову, там в одном из интервью я говорил, что там от 20 до 40% контрактников, которые уже побывали на территории Украины, вот 24 февраля, участвовали в боях, и потом их вывели на территорию России, там, от 20 до 40% из них отказываются заходить повторно. Одна из причин, почему они отказываются заходить повторно, ну, мы это и знаем из общения с солдатами, как раз-таки потому, что ужасное состояние техники. То есть дело даже не в том, что они как-то прозревают и понимают, что там нет никаких фашистов, нет никаких нацистов, и они, на самом деле, убивают мирных жителей. А по большей части дело даже в том, что, во-первых, нет нормального снабжения, поддержки, но и главное, что с такой техникой и с такими сослуживцами у вас шансы выжить не такие уж большие. Они это прекрасно понимают, и поэтому отказываются заходить повторно на территорию Украины. В целом, 3000 единиц боевой техники, безусловно, это очень много, и восстанавливать такую потерю придется многие-многие года, особенно теперь, когда Россия находится под санкциями, и есть большая проблема с экономикой. Ведь даже для производства там отдельных ракет и танков нужны даже такие мелкие детали, как различные реле, которые теперь банально не достать. Так что это будет серьезнейшая проблема, и это одна из причин, почему и мы говорим, и Майкл Хоффман говорит, что в дальнейшем у России не будет возможности наступать на другие направления, независимо от исхода битвы за Донбасс, потому что битва за Донбасс, она, ясно, широкомасштабная, тяжелая, кровопролитная будет, и понятно, что еще очень много техники будет утеряно, а восстанавливать банально нечем. Отсюда мы и видим постоянно такое, все новые и новые свидетельства того, что распаковывают очень старую советскую технику с мобилизационных складов российской армии. Там «Грады» на шоссе ЗИЛ, «Грады» на шоссе Уралов бензиновых. То, что давным-давно списано с российской армией и, может быть, максимум участвовало в боях где-то в афганской войне. Да, я, во-первых, напомню зрителям, что вы можете писать вопросы в наш чат. Для этого нужно становиться всего лишь спонсором, и мы ваши вопросы будем задавать нашим экспертам, но пока мы сами попробуем справляться. Руслан, скажи, пожалуйста, ты сказал, что независимо от того, как закончится даже битва за Донбасс, как его сейчас пытаются представить военкоры с буквой «З», война, скорее всего, дальше не пойдет Донбасса. Да? Для этого сил вряд ли хватит. А политологи говорят, что вроде бы как для Путина есть такая дата, когда эта битва за Донбасс должна закончиться, чтобы отметить 9 мая. Видимо, в Донецке и, соответственно, в Москве с помпой. Вот есть такая теория, что к 9 мая это все должно закончиться. Есть ли шанс у российской армии закончить дело с Донецкой областью к 9 мая? Нет, мы в команде CIT полностью уверены, что прям закончится вопрос с Донецкой областью. Никаких шансов к 9 мая нету.
В этом у нас уверенности, я бы сказал, наверное, 100% говорить прям неправильно, потому что это тогда показывает мне то, что человек не совсем эксперт. Но, наверное, 99%, вот, учитывая, что люди обычно перестраховщики, и мы бы, наверное, дали. Окружить украинскую группировку украинских войск, там шансы, я бы сказал, опять же, говорить в цифрах неправильно, но я понимаю, что зрители хотят в цифрах, поэтому, наверное, я бы сказал, там, 60% максимум. Вот, то есть тоже не такой высокий шанс. То есть максимум, наверное, что могут объявить к 9 мая, о чем с определенной долей уверенности можно говорить, это именно Мариуполь. Потому что видно, как они там все торопятся закрыть этот вопрос и применяют все более и более тяжелые средства, чтобы просто уже, и там, не считаясь жителями мирных жителей, их жизнями, просто сносить полностью Азовсталь до самого основания. Вот этого могут объявить к 9 мая, а закрыть вопрос Донецкой области, но мы в это не верим. Мгм. Я зашел к тебе в Твиттер посмотреть, что ты там пишешь, а ты настолько, видимо, часто занят эфирами и, собственно, публикациями в SIT, Мгм. что, в общем, на Твиттер уже времени не остается. Но вот последний у тебя репост, он Мгм. касается новости, что вчерашней, что в России засекретят данные о родственниках погибших в Украине, военных, да? Мгм. Насколько это вообще чувствительная информация? Почему не подготовились перед войной? То есть почему об этом тогда не задумывались и сейчас, по ходу, пытаются решить этот вопрос? То есть что изменилось глобально? Как мне кажется, глобально это особо ни на что не повлияет, потому что секретят данные только во всяких там базах, вот, а данные родственников и мы, и другие исследователи получают обычно из разных соцсетей. То есть в этом плане я не представляю, каким образом, как это может помочь, вот, потому что мы все равно появляются в любом случае скорбные посты каждый раз, когда солдат погибает, и мы родственников довольно-таки быстро находим. Поэтому на данный момент это больше похоже на такую некую эмоциональную реакцию, разве что. Потому что, понятное дело, как всегда происходит в войне, как только появляется очередное имя там, погибшего российского солдата или солдата, который выжил, но участвовал в боях в Украине, или его присутствие в районе Бучи было как-то замечено, понятное дело, что начинают, там, эмоциональная аудитория начинает находить тех родственников, писать им, как-то угрожать, присылать там видео с войны с убитыми телами. Видимо, закон там о засекречивании данных родственников, видимо, является такой просто эмоциональной реакцией на происходящее. Ну, эмоциональные, может быть, вообще для того, чтобы отчитаться, что-то сделать, показать, что они чем-то занимаются Мгм. таким образом. Ну вот скажи, пожалуйста, а вы с отцом вот этого Егора Шкребенца, Коком с крейсера «Москва» пытались связаться или нет? Это Дмитрий Шкребенец, который написал очень эмоциональный пост о том, что он доведет эту Мгм. информацию до конца максимально, потому что его сын был срочником, он не должен был находиться на этом судне, которое было, с которым непонятно до сих пор, что случилось на самом деле, кроме того, что оно, как бы сказал Владимир Путин, наверное, еще скажет, утонуло. Вот пытались ли вы с ним связаться или нет? Мгм. А, Как я правильно отметил, мы действительно очень сильно перегружены другими задачами, в основном такими ежедневными сводками и слежением за войной. По части связывания с родственниками солдат мы обычно это оставляем журналистам, и если у нас появляется какой-то контакт, с которым как-то можно поговорить и стоит поговорить именно из родственников, то мы обычно сами прям передаем информацию журналистам, что мы уже не раз делали в ходе этой фазы войны. Вот. Ну а так в целом мы в основном общаемся сами с солдатами, те, кто живы, там находятся либо на границе, либо в пунктах постоянной дислокации, и от них получаем какие-то комментарии по текущей обстановке, по ходу боевых действий и так далее. Руслан, здесь нам в прямых эфирах ты рассказывал про отказников, про контрактников, которые отказываются ехать на войну из разных регионов России. Какова дальнейшая судьба? Что-то с ними случилось плохое после того, как они отказались принять участие в войне и в поездке в Украину? Их, безусловно, кошмарят военные, то есть они пугают их уголовкой, таскают, реально таскают прям в военную прокуратуру, где, опять же, их там как-то так допрашивают с пристрастием, скажем так. Ходят слухи, что якобы угрожают еще и родственникам. Но это такая, пока что такой на уровне слуха, совсем не проверенная информация. Вот, но реальных последствий каких-то, особенно уголовных, мы пока ни разу с ними не сталкивались, не замечали. Вот, но и в целом, если солдат, он не покинул расположение там, своей группы, то есть не дезертировал, то, по идее, проблем у него каких-то в плане уголовных последствий особо быть не должно. Ведь он не дезертировал, а привлечь его к ответственности уголовной за неисполнение приказа можно только в том случае, если будет доказан существенный вред военной службе. Тогда это придется доказывать, что там группа понесла, например, потери или еще что-то. То есть это очень сложный процесс,
которые практически недоказуемы. И то, что мы слышали по комментариям от военной прокуратуры, действительно таким контрактникам, как правило, банально нечего вменить. Можно только вот максимум попугать, там, не знаю, уволить с военной службы, вот это вот максимум, и все. Руслан, последний вопрос. Российская сторона отрицает количество потерь. По-прежнему мы не слышали каких-то актуальных данных о погибших, о взятых в плен со стороны России. Скажи, пожалуйста, как ваш исследовательский проект CIT, он и аналогичные проекты, в принципе, возможно ли таким проектом, когда не станет Владимира Путина, когда эта власть уйдет, когда сменится в России политический режим, достоверно восстановить количество потерь, количество жертв этой страшной войны, потому что, очевидно, вот сейчас взят курс на то, чтобы все это скрывать и нигде не фиксировать на официальных данных. Это вообще восстановимо? Это возможно потом публичить и придать огласке? Безусловно, да, потому что это как раз та война, где обе стороны общества, оно очень, скажем так, цифровизованное, то есть обе стороны, широко распространен интернет, там различные мобильные средства, все активно фиксируется там, и в соцсетях, и просто в базах данных. Поэтому, безусловно, это займет очень много времени, может даже месяцы и года после режима Путина. Но я уверен, что плюс-минус достоверное количество потерь мы узнаем в будущем. Спасибо большое. У нас на связи был Руслан Левиев, основатель CIT, исследователь, военный эксперт.